Всем привет и добро пожаловать! Добро пожаловать в этот влог. Меня зовут Наташа, я учитель русского языка как иностранного, и это мой канал, на котором я говорю о русском языке, о русской культуре, о русском менталитете. Это влог на русском языке для тех, кто изучает русский язык. Включите субтитры, если необходимо. Также вы будете видеть... Также я буду вставлять новые или интересные слова, вы можете видеть их где-то на экране. И давайте начнем. Хочу начать с новостей. Я теперь живу в Испании, в прекрасном, уютном, красивом городе Аликанте. Сегодня я тоже его немного покажу. Переезд в эту страну был сложным, как всегда. Мне кажется, любой переезд — это сложный процесс. И много бюрократических вопросов, много вопросов с документами. И, конечно, это поиск квартиры, поиск жилья, где жить. И был туристический сезон, начало туристического сезона, поэтому найти квартиру было еще сложнее. Но добро пожаловать ко мне домой. К счастью, получилось это сделать. И сегодня я покажу небольшую часть квартиры тоже. И план на сегодня такой. Сейчас я хочу приготовить блины. Вы знаете, блины. Потом я пойду в магазин, потому что я хочу сделать декорации для моего кабинета. И поэтому сейчас я покажу вам мой кабинет. Итак, добро пожаловать. Это маленькая достаточно комната, но она подходит мне для моего рабочего места. Что у меня здесь есть? Конечно же, это стол, и у стола есть возможность поднимать и опускать. То есть я могу поднимать его и работать стоя, или же работать сидя, как это привычно. Так, дальше. Это мое кресло. Постаралась взять какое-то комфортное кресло, потому что я очень много сижу. Конечно, свет необходимый для видео. Здесь полочка. На полку я пока что поставила такие боксы или коробки, куда сложила все. Например, наушники, тетради, все, что было на столе. И еще у меня здесь есть цветок из Икеи. Мне нравится, как цветы приносят что-то живое в комнату и делают интерьер веселее, приятнее, уютнее. Но, к сожалению, я совершенно не умею ухаживать за цветами. В английском языке я знаю, что есть фраза как «иметь зеленый палец». По-русски мы так не говорим. Мы обычно просто говорим «у меня умирают цветы». Дальше такие панели для лучшего звука, потому что здесь я также записываю подкасты. Вот сюда удалось прикрепить микрофон, лампа, которая мне нужна вечером, монитор, чтобы монтировать видео и вообще было больше рабочего виртуального пространства. И еще у меня здесь есть склад ненужных вещей. Эти вещи нужны мне будут для каких-то декораций, для моих творческих идей. Коврик для йоги, штатив и так далее. А это фильтр для воздуха, потому что в мае у меня была сильная аллергия, и меня спасало это устройство. Ну и сейчас лето, и, конечно, достаточно жарко. Мне нужен вентилятор, который работает вот так. И сейчас в моей комнате 29,5 градусов. И как вы можете заметить, стены очень белые, там нет ничего, и на самом деле они выглядят пустыми, и комната выглядит какой-то черно-белой. Конечно, я добавила розовый, зеленый, здесь есть зеленая штора.
тоже, но этого мало. Поэтому я планирую добавить каких-то декораций. И сегодня я хочу сделать на эту стену гирлянду. Для этого мне нужен будет цветной картон. Также, посмотрите, сейчас я покажу, что это. Может быть, у вас уже есть идеи. Это матрешка. Может быть, вы знаете про матрешку. Тут еще одна. И еще одна. И я планирую, почему она, во-первых, без цвета, без всего. Я планирую ее раскрасить. То есть я планирую кастомизировать, я думаю, сейчас использовать такое слово. То есть я хочу сама купить краски, нарисовать рисунок и сама ее раскрасить. И это тоже будет частью декорации моей комнаты. Заказала я такие заготовки матрешек на Алиэкспресс. Вы видите, что, конечно, сделано не идеально, но ничего страшного. Я думаю, что я могу купить нужные инструменты, нужные материалы и сделать это идеально. Ну, а я начинаю готовить блины. И сейчас покажу ингредиенты и процесс. Хотя я знаю, если вы уже давно интересуетесь русским языком, русской культурой, наверняка вы уже знаете, что такое блины и как их готовить, и пробовали их миллион раз. Итак, для блинов понадобятся яйца, мука, сахар, молоко, немного масла, еще я добавлю соль, и мне нужна будет миска и венчик. В общем, сейчас я достану. Не достала. И нужен будет венчик. Также нужна будет сковорода. И вот такую вот сковородочку я заказала специально для блинов, но я думала, что она больше, потому что я прочитала, что она 19 сантиметров. Я думала, что она намного больше. Но, как всегда, я и цифры, это мы не лучшие друзья. Поэтому теперь у меня есть вот такая маленькая. И, конечно, делать блины... Угадайте, что? Именно сегодня соседи решили начать делать ремонт. Именно в тот день, когда я в первый раз за полгода решила снимать влог. Это называется закон подлости. Ну и на такой маленькой сковородочке, конечно, я буду делать блины очень долго, поэтому я возьму еще одну и буду делать на 2 сковородочках мои блины. Ингредиенты я добавляю на глаз. На глаз значит примерное количество, не точное. Я добавляю столько, сколько мне кажется нужно для правильной консистенции. Знаете фразу «первый блин комом»? Сейчас проверим. Первый блин оказался совсем не комом. Нормально. Я очень рада. Тоненький, красивый, хороший блинчик. Считаю, что блины получились хорошими, тоненькими. И сейчас, конечно, я буду их есть, пока они горячие, потому что это самые вкусные блины, горячие. И буду их есть с апельсиновым вареньем.
Так, ну что, я на улице. Есть ветер, и это хорошо, потому что погода, как всегда, очень жаркая, солнечная, поэтому я предпочитаю носить что-то с рукавом, что-то закрытое, чтобы не обгореть на солнце. Конечно же, у меня солнцезащитные очки и панамка. Я иду в магазин, который называется Алькампо здесь, но в России мы называем его Ашан. На самом деле есть магазины ближе, но я хочу немного погулять, и в моей жизни мало активности и спорта, поэтому я иду туда пешком. Ну и плюс 100% я знаю, что там есть то, что я хочу. И плюс мне очень нравятся улочки этого города, поэтому мне в удовольствие пройти 35 минут туда и 35 минут обратно. Слышите? Это цикады. Где-то там. Ну и такой красивый вид открывается на море. Я уже почти у цели. Вот то, что я хотела купить. И здесь, конечно, разные цвета. И мой любимый фиолетовый, и синий, например. Но я думаю, что я возьму коричневый. Вот такой вот. На белой стене будет симпатично. И здесь в упаковке 10 штук. Я думаю, что мне хватит. По 2 буквы на одном листике. Я обнаружила очень странную вещь. Здесь перевод на разные языки, но почему кириллицей здесь написано имя Людмила Алексопольская? Здесь везде написано, что... Ну, вы видите, везде одинаково. Но почему кириллицей написали имя и фамилию какой-то женщины? Что это значит? Еще мне нужно найти веревочку, чтобы это все на ней держалось. Но мне кажется, что здесь уже нет этого, хотя посмотрим. Сейчас поищу. Все, покупки сделаны. Я все сложила в мой любимый шопер, который я купила в Вене, кажется, уже миллион лет назад. И вместе с покупками я иду домой. Фух, ну что, я дома вместе с моими покупками. И сейчас еще раз покажу. Здесь у меня картон. Также я купила ластики. Это называется ластик или называется резинка. И, кстати, здесь на упаковке написано именно резинка. Вот. Еще есть одно название, это стерка. И так на самом деле называют в моем регионе, в моей семье. Называли это стерка. Потому что с помощью этого инструмента мы стираем то, что написали. То, что нарисовали тоже. Итак, еще я купила веревочку для моей гирлянды. Веревочка белая, потому что стены белые тоже. И я примерно нарисовала, как я это вижу. Сейчас вам покажу. Ну вот, я сделала фотографию своей стены. И вот так вот я хочу разместить этот текст. Я примерно посчитала, и получится, что
мне нужно сделать буквы размером 8, в ширину 8 сантиметров и в высоту где-то 12 сантиметров. Поэтому сейчас я беру линейку, ластик, карандаш и картон и начинаю. Ну, видео, наверное, это быстро, но на самом деле я делала это долго, особенно О. Вот такие буквы у меня получились. Сейчас нужно будет приделать веревочку, но для начала давайте немного посмотрим на русские префиксы. Мое лицо мокрое, потому что здесь нереально жарко, поэтому извините меня за это. Но давайте посмотрим на префиксы. Итак, у нас есть глагол резать. Резать. И что мы можем сделать? Вот листок бумаги, точнее картона. Я могу его разрезать. Разрезать пополам, например. Разрезать. Я могу также отрезать маленький кусочек. Отрезать. Я отрезала маленький кусочек от большого целого. И я могу вырезать, например, неровный круг. Вырезать. Я вырезала круг. И сейчас я буду продевать нитку. Для этого мне нужна иголка. У меня есть только дугообразная, кривая иголка, но ничего страшного. Я думаю, я могу работать ей. Ну и на этом я заканчиваю этот влог. Спасибо большое, что посмотрели его до конца. Подписывайтесь, ставьте обязательно лайк, если вам понравилось. Подписывайтесь на меня в Инстаграме. И если вам интересно, как я буду раскрашивать матрешку или украшать кабинет дальше, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. Еще раз спасибо за просмотр. Сейчас я иду готовить ужин и делать домашнее задание по испанскому, потому что завтра утром у меня урок испанского. Но про испанский я расскажу в следующем влоге. Пока-пока.